Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом муссовых пирожных в форме яиц со вкусом пломбир. Если вам интересно, смотрите дальше. Чтобы приготовить мусс-пломбир, вначале надо приготовить заварную основу. В ковшик взбиваем яйца, добавляем сахар, кукурузный крахмал, именно кукурузный, не картофельный. Все перемешиваем до однородности. И добавляем сметану. Сметану можно выбирать любой жирности. У меня на видео 20%, но также я готовила и со сметаной 12%. Все получается, разницу я вообще не заметила. Все перемешиваем до однородности. Добавляем по желанию ваниль или какой-нибудь другой ароматизатор. Ставим ковшик на плиту. Вначале на сильный нагрев и потом нагрев снижаю. Постоянно помешивая, надо варить до загустения. Вначале масса будет жидкая, сверху образуется пена. Потом, когда я уже вижу и чувствую, что масса начинает густеть, я ковшик приподнимаю с плиты, чтобы масса снизу слишком быстро не густела, не пригорела. Помешиваю и потом опускаю обратно на плиту и продолжаю варить крем. Крем надо варить до загустения, и в то же время надо по вкусу попробовать, чтобы не был привкус крахмала. Бывает так, что визуально крем загустел, но если его попробовать в тот момент на вкус, немного еще чувствуется вкус крахмала. Так продолжаем массу, помешивая, греть на низкой температуре, чтобы проварить этот вкус крахмала до готовности. Обязательно надо использовать ковшик с толстым дном, чтобы ничего не пригорало и все получилось. Конечно, можно варить такой крем и на водяной бане, но тогда надо, чтобы было терпение. На водяной бане будет гораздо дольше все густеть, поэтому лучше взять ковшик с толстым дном, он всегда пригодится. И во-вторых, греть на низкой температуре. На низкой температуре ничего не пригорит и все сварится до готовности. Когда масса уже загустела, визуально видно, что масса стала такая кремовая. Если взять на лопатку этот крем и провести вот так пальцем, остается такая дорожка, и крем медленно стекает. В горячий крем я добавляю белый шоколад. Шоколад, конечно, используем качественный, так как это влияет на вкус. Потом готовый крем, когда шоколад полностью растворился, пропускаю через сито. Я всегда заварные крема пропускаю через сито, чтобы крем был однородный, без каких-нибудь там крупинок. Потом добавляю сыр маскарпоне. Также можно добавить и крем-чиз, если вам не мешает привкус солености. Все перемешиваем венчиком до однородности. К этому времени уже масса остынет. Я крем уже переложила в другую емкость. Параллельно можем взбить сливки до мягких пиков. Конечно, в самом начале надо замочить желатин в холодной воде и оставить для набухания. Пока будем все готовить, желатин набухнет, мы его растапливаем, перемешиваем и вводим заварную основу. Также к этому крему очень хорошо подойдет корица. Вводим взбитые сливки до мягких пиков примерно в 2 этапа. Все перемешиваем до однородности вначале венчиком, потом силиконовой лопаткой. Крем получается жидковатый, очень нежный на вкус. Чтобы было удобно наполнять силиконовые формочки, я перекладываю мусс в кондитерский мешок. Тут у меня подготовленные шарики. Это конфи персик маракуйя. Видео уже есть на канале, ссылку оставлю в описании.
Также в такие пирожные яйца можно просто перебить блендером персик и маракуйю, не добавлять никакой загуститель, заморозить, и при разрезе желтая начинка будет полностью жидкая и будет вытекать. Тоже будет интересно и эффектно. Наполняю силиконовые формочки яйца примерно 2/3 или до половины муссом и кладу замороженную начинку. Так, подготавливаю все ячейки и потом заполняю муссом до верха. Чтобы не остались пустоты, кондитерский мешок немного утапливаем, придавливаем, чтобы мусс равномерно распределялся в формочке. Если у вас нету такие силиконовые формочки, у меня есть видео на канале, как самим можно сделать форму яиц. Я оставлю ссылку под видео в описании, может вам пригодится. Потом пирожное, конечно, надо полностью заморозить и достать из формочки. Такие пирожные полностью замораживаются примерно за 4 часа, но лучше подождать побольше, чтобы было удобнее достать пирожное из формы. Далее надо подготовить велюр. Это тот же самый велюр, который мы наносим из краскопульта на муссовые торты и пирожные. 100 грамм какао-масла полностью растапливаю, добавляю 200 грамм белого шоколада и потом добавляю совсем немного, маленький кусочек темного шоколада. Так как яйца бывают коричневые, также можно просто окрасить велюр в белый цвет, яйца и белого цвета могут быть. И чтобы велюр не был просто коричневого цвета, а более похожий на цвет яиц, я всегда добавляю щепотку желтого красителя и щепотку красного. 3 вот эти цвета соединяю, все перебиваю блендером и смотрю на оттенок. Всегда велюр пропускаю через очень мелкое сито. Велюр мы будем использовать примерно 40 градусов. Полностью замороженное пирожное достаем из формы. Сбоку пирожному я втыкаю зубочистку. Втыкнуть надо так, чтобы пирожное хорошо держалось. И уверенными движениями макаем в велюр. Ждем, пока глазурь больше не стекает. Прохожусь дном по боку стаканчика, чтобы слишком толстый слой под низом не оставался. И потом это пирожное кладем или на силиконовый коврик, или на поверхность, которая не прилипнет. Можно, конечно, и зубочистку втыкать на дно пирожного, макать вот таким способом, переворачивать пирожное. Но так может образоваться подтеки, если неправильная температура. Если палочку мы втыкали на дно пирожного, то берем вилку. Пирожное держится на вилке, мы прокручиваем палочку снизу и снимаем аккуратно, не спеша, чтобы не уронить пирожное. Как я сказала, мне удобнее всего втыкать палочку сбоку и вот так глазировать пирожные яйца. Только как мы видим, что глазурь схватилась, обязательно прокручиваем и достаем зубочистки. И вот эту маленькую дырочку пальцем сглаживаем. Но если вы не хотите, чтобы оставалась вот такая маленькая дырочка, неровность, то, конечно, можно глазировать, втыкать палочку на дно пирожного. Это вы пробуйте и смотрите, как вам удобней. Так как пирожные маленькие, они размораживаются довольно быстро. Чтобы вам показать разрез пирожного, я одно яйцо оставила при комнатной температуре, даже не ставила в холодильник. Но в то же время самые вкусные муссовые пирожные, вот прям вкус на 100% будет, если пирожное из холодильника, можно сказать, даже не полностью размороженное, когда центр может быть еще такой как бы очень холодный, еле-еле размороженный. Тогда самые вкусные муссовые пирожные. Поэтому ни в коем случае не держите муссовые пирожные при комнатной температуре. Но чтобы долго не ждать, я пирожные оставила при комнатной температуре, разрезаю. Если он постоял без холода, глазурь вот такая довольно мягкая, легко режется ножом.
Но если пирожное разморозилось в холодильнике, оно остается с таким хрустящим слоем снаружи. Если мы кусаем это пирожное, слой из велюра у нас хрустящий. Поэтому важно, чтобы слой был тонкий, тогда пирожное будет более вкусное. Этот мусс-пломбир очень нежный, и насчет добавления сметаны он получается прям как мороженое пломбир. Такое как бы подтаявшее мороженое. Такой мусс вы можете, конечно, использовать в любых пирожных, в любых муссовых тортов с добавлением разных начинок. Тут подходят любые начинки. Как я сказала, велюр вы можете делать в любой цвет. Я тут добавлю парочку фотографий яиц, которые я делала. И белые, и коричневые, и с пятнышками. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Так вы помогаете продвигать канал, а я с вами смогу делиться больше и больше с разными рецептами и экспериментами. Всем пока!